Привет, путешественники! Всем привет! Ну что, это очередной выпуск Picard Travel Show, а значит, новая пятерка отелей уже на подходе. И сегодня мы отправляемся во Вьетнам, город Хошимин. Ну что, давно мы не были во Вьетнаме, отправимся. Но по традиции поздравим нашего победителя, вот его комментарий. Хотите точно так же, как он, выиграть проход в бизнес-лаунж, обязательно пишите комментарии под данным видео. А вот видео нашего предыдущего победителя. Спасибо Picard Travel за опыт визита в бизнес-лаунж. Обязательно буду еще участвовать и всем рекомендую. Также не забывайте, что отели мы бронируем по нашим ссылкам в описании, а также на нашем сайте. Бронируйте, и вы станете участником нашего новогоднего розыгрыша проживания в отеле. Чем больше бронирований, тем больше шансов выиграть проживание. Авиабилеты, отели, экскурсии, без разницы, любые бронирования – это дополнительный билет на выигрыш. А в нашем телеграм-канале вы найдете промокоды на авиабилеты, отели и экскурсии. А сегодня нас ждут такие отели, как City House Lighthouse Saigon, Language Exchange Hotel 3, First and Home The Thumb, The Hogwarts Bouvian Street и The Rise Hotel. Ну что, полетели! И открывает сегодняшний выпуск City House Lighthouse Saigon. Ну что, это новое, свежее здание, недавно построенное, либо отремонтированное, но, скорее всего, первое построено. Все номера чистые, скорее всего, поскольку я не видел, я видел только один наш номер, только было все битком. Реально странно, но так и было. И здесь, несмотря на то, что у нас был номер без окон, было очень и очень даже приятно находиться. Все светлое, все свежее, все чистое. Да, это такой апарт-отель, у нас были апартаменты с кухней, чистый свежий номер, полотенце, постельное белье тоже все чистое, свежее, и спать было комфортно, матрас тоже был, не мягкий, такой средней жесткости, так скажем. Есть на крыше бассейн, сауна и все очень... Спортзал? Да, спортзал. До спортзала не дошел, а вот в Спортзал бассейне там такой маленький, небольшой. искупался, в сауну я сходил. В принципе, здесь прям достойный вариант, находится прям в центре. Ну ладно, уж в центре-то. Да, в первом дистрикте. Ну, до центра-то тебе идти еще далеко. Ну, до какой части центра просто? Центр-то большой, поэтому... Он находится в центре, разных центральной локаций. частью. Сходи в первом дистрикте, тогда окей, я поверю. До центра, до вот этого дворца и до оперы еще топать и топать. Зато здесь можно наесться хлеба, поскольку здесь очень много пекарен, булочек вот этих банмишных продают, и причем всего за 3000. Да. Прям очень дешево получается. Я здесь 9 прям поставлю, мне очень понравилось. Да, соглашусь, на 9 баллов. И перемещаемся мы в Language Exchange Hotel 3. Мы в этом отеле были целых 2 раза. Первый раз мы поснимали только наш номер, а вот в другие разы мы поснимали еще другие. Если вы хотите экспериментов, фантазий и всего остального, почувствовать себя в лесу, либо на лодке, либо на боксерском ринге, тогда вам в этот отель. Да, такой типа бутик-отель, но единственное, все вот это бутиковское, очень пыльное, грязное, за ним, конечно, надо все следить. Все очень красиво, даже в реальности это все смотрится. Единственное, но это надо убираться здесь, прям очень активно. Да, есть моменты по уборке, но это в большинстве вьетнамских отелей недорогих. В целом, если вот так закрыть на какие-то моменты, нюансы, то довольно прикольно забронировать несколько номеров разных и переезжать внутри даже одного отеля довольно прикольно. Да, есть момент с тем, что, допустим, в нашем первом номере была галька на полу, и она была довольно пыльная, никто ее вряд ли там как положили, так и не мыли. Даже шлангом, грубо говоря, не помыть, потому что это все протечет. В целом, так, остановиться я бы еще раз остановился. В принципе, нормальная локация, недалеко и кафешки, есть и магазины, то есть удобно. И вот как раз экспириенс по категории номеров. Поспать на боксерском ринге довольно было бы, наверное, интересно. Но мы жили в джунглях, можно сказать так, с видом на лес, на фотообоях, и жили на корабле. Да. Ну что, я здесь 8, наверное, поставлю, снижу за уборку. Да, соглашусь, 8 здесь нормально за вот этот экспириенс, который вы проживете, и вот минусы это вот как раз в содержании. А так хорошо. И перемещаемся мы в Hearth and Home The Thumb. Здесь нас сразу предупредили, что идет стройка, и нам написали после того, как мы забронировали, если вас это не устраивает, то мы можем вам бесплатно отменить
бронирования. Как ни странно, написано было без окон, но окно было, но оно было как раз в забор. Стену. Да, в забор стройки, которая идет по соседству. Нам повезло, мы жили в выходные, и стройки не было, ну, по крайней мере, мы... По крайней мере, да. Да, было довольно тихо, но мы жили один день, поэтому, может, не почувствовали. Это вот как раз в той же предыдущей локации, где был первый отель, буквально за углом. То есть булочки вас ждут рядом. В целом, прям такая апарт-квартира, где можно остановиться на долгий срок. Да, такие большие апартаменты, и большая двухспальная кровать, ванная комната при входе и кухонная зона довольно большая. Можно и приготовить, и поесть, большой холодильник. То есть тут можно рассматривать даже как на долгий срок, например, или на короткий. Находится он, правда, в таком переулке, надо найти. Но, в принципе, один раз разобрался, и дальше уже проторенной дорогой идешь. В принципе, все рядом, магазины, кафе, рестораны. Здесь можно даже 9 поставить, такой хороший вариант. Нет, я здесь 9 не Да. поставлю, я здесь поставлю 7. Все чисто было, хорошо. Чисто было, но не забывай, рядом стройка, которая будет долбить. Это нам повезло, что может быть, не да. была. Она на самом начальном, почти так сказать, этапе. То есть стройка будет идти довольно долго, поэтому обязательно помните это при бронировании этого отеля. А в целом, да, неплохо, если вы будете гулять, тусить где-то, днем не находиться в отеле, то, мне кажется, вы даже стройку-то и не услышите. И перемещаемся мы в The Hogwarts. Ну что, в Косоулок мы попали, идем далеко и попадаем прямо к Хогвартсу. Да, это не тот Хогвартс Гарри Поттера, но в преддверии сериала, который скоро будет, я думаю, хороший момент побывать в таком отеле. Да, это прям совершенно не та аура, которую рассчитываешь, но вот в одном из отелей, в котором мы здесь были, поскольку мы сначала заехали в один, нам не очень понравилось, была плесень, запах плесени, нам даже номер поменяли, история повторилась, и нам сказали, давайте мы в другой отель по соседству переселим. Ну, мы туда и переехали. Вот там более атрибутики больше Гарри Поттера, чем вот в предыдущем. В предыдущем только вывеска, наверное, была. Находится он рядом с Walking Street, Буевен. Несмотря на то, что рядом шумная улица, все было тихо, ничего не было слышно. Единственное, но это крутые лестницы, отсутствие лифта. Будьте готовы, но мы один чемодан тяжелый, по-моему, внизу оставляли. Да, даже не стали на первом поднимать. этаже, потому что дверь закрывается. В принципе, было довольно комфортно, несмотря на то, что все очень минималистично, комната маленькая. Так остановиться на 1-2 ночи, почему бы и нет. Да, это вот как раз тот случай, если вы хотите поближе к барным улицам, но хотите все-таки выспаться, мне кажется, вариант отличный. Тишина, спокойствие. Мы просто жили на барных улицах. Ну, вот как раз следующий отель и будет. Здесь в целом неплохо. Я вот поставлю 8, мне понравилось. Я бы, может, даже вернулся сюда. Да, тоже 8 баллов поставлю, все рядышком, удобно очень. Магазины есть, кафешки есть. И завершает выпуск The Rice Hotel. Мы здесь жили прям в центре. В центре вот этой барной улицы, где вас окружают вот эти барабаны, гитары и все остальное шумное, плюс колонки каждый меряется саунд-системой, которая будет долбить. В целом, если говорить про отель, все чистенько. Я прям на самом деле удивился. Я думал, будет страшненько, но думаю, на 1 ночь нормально. Но здесь реально все очень хорошо, все чисто, все свежее, приятно находиться. И даже в таком небольшом отеле был телефон в номере, что удивительно для такого. Номер сам небольшой, буквально квадратов, наверное, 12-10. Внизу есть ресторан, напротив есть ресторан с морепродуктами, там и проходят завтраки. Завтраки начинаются, не поверите, с 5 утра и до 11 дня. Ну, видимо, вы закончили тусить, пошли позавтракать, а потом поспать. Ну, как либо поздний ночной жор, так сказать, 5 утра-то. Вот, в целом, по завтракам, ну, наесться можно, но выбор никакого, вам просто меню предоставляют. Вы выбираете уже блюдо, которое будете есть. Ну да, в принципе, наесться этим завтраком можно. По ощущениям, как будто находишься на сцене после 6-7 вечера и до где-то 2-3 до 4, часов. До наверное. 4, да. Да, Я то есть- уже заснул под эти удары. А так весь вечер прям очень хорошо все слышно. В целом, неплохо, мне понравилось. Я бы сюда не вернулся, конечно, больше, но я бы вернулся, если я бы тусил на этой барной улице как раз до тех 4 утра, то да, здесь прям очень круто. Вы тут же потусили, тут же 3 шага, и вы уже в номере. Прям замечательно. Сколько ставишь? Я здесь 8 поставлю, мне понравилось. Я тоже 8 баллов поставлю здесь. Особенно за такой прайс, который был с завтраками. Прям отлично.
Ну что, давай составим наш топ-5 сегодняшних отелей Хошимина. Давай, ну на первом месте у меня пойдет City House, Lighthouse SG. Такой неплохой вариант, ну хороший вариант. Что неплохой, это хороший он вариант. Дальше у меня, наверное, пойдет вот как раз The Rise. А если вам нравится шумный вот этот вот движ и чисто приятный, хороший номер. Кстати, у меня пойдет Language Exchange, Hotel 3, за счет своей вот этой бутиковости, за счет того, что индивидуальные номера каждые неплохо смотрится. И дальше, наверное, Hogwarts и Hell the Home. Мне на первом месте также будет City House, Lighthouse, Сайгон. На второе место я поставлю Health and Home The Thumb. На третье The Rise Hotel. На четвертое я поставлю Hogwarts и завершу Language Exchange Hotel 3. Как на недельку отправишься? На недельку отправлюсь, начну с City House, потом перееду в Rise Hotel. А здесь можно комбинировать, как уже хочешь, я не знаю. Можно, как мы ехали, как раз City House, Language Exchange, Health and Home, The Hogwarts, The Rise. Они все, в принципе, в одной локации по кругу так расположены. Да, здесь именно выбирайте от бюджета и от того, что хотите. Если хотите потусовочнее, то я бы предпочел, наверное, Hogwarts и The Rise. Прям такие хорошие номера. Если потише, то, опять же, Hogwarts можно брать. И вот City House прям замечательно. Если какой-то эксперимент по дизайну, то Language Exchange, Hotel 3 прям нормально. Ну что, напоминаю, что отели мы бронируем по нашим ссылкам в описании и в нашем приложении. Так что бронируйте и участвуйте в нашем розыгрыше проживания в отеле в следующем году. А в нашем телеграм-канале вы узнаете истории наших путешествий. На этом все. Увидимся с вами на следующей неделе. Надеюсь, не пропустим как в этот раз. А мы отправляемся на Санкран обливаться водой. До скорых встреч. Пока-пока. Пока.